счастья, всем счастья. Ну, мы сейчас с вами рассмотрим два аспекта, которые и заканчиваются, и сразу в августе прям врываются в наш август. И это все Марс. Что делает Марс? Марс – это энергия. Марс – это сила, это влияние, это давление, это продвижение. Марс – это то, с чем мы просыпаемся утром. Без Марса, без энергии ты ничего не можешь сделать. Ты не можешь подняться, ты не можешь с постели встать, если у тебя слабый Марс. И когда такое положение, когда Марс делает, захватывает всю твою жизненную деятельность, то есть много этой энергии. Причем энергия, мы сейчас рассмотрим какая, сразу начинается аспект 29 июля. Марс делает оппозицию с Юпитером, две огненные стихии. Оппозиция – это когда каждый тянет на себя, каждый тянет на себя. Обе планеты настолько никак не могут примириться, тянут одеяло на себя, что где-то в конце концов либо треснет, либо лопнет эта ситуация. И сразу же следующий аспект тоже делает Марс сразу 1 августа. Марс делает квадратуру к самой Лилитке. Мы сейчас эту ситуацию с вами рассмотрим, потому что вы можете на нее попасться. Но зная это положение, понимая это положение вещей, можно его очень хорошо обойти. Вот смотрите, когда Марс делает оппозицию с самим Юпитером, две огненные стихии, никто никому уступать не хочет. Юпитер не конфликтный, Юпитеру абсолютно это не нравится, это положение. Марс прям наскок делает, захватывает, что-то давай действия делать, давай, причем когда оппозиция, это очень конфликтная такая ситуация. Что конфликтность? Давай выяснять отношения, давай будем с тобой разбираться. Какая-то агрессия со стороны Марса. Юпитеру это совершенно не свойственно. И вот смотрите, что делает Юпитер. Он делает реакцию очень такую безрассудочную. Вот здесь нет смысла, нет рассудка, нет подумать, сразу действовать. А что ты в конце концов получаешь, когда ты просто действуешь? Что действовать? Надо все-таки подумать. Конечно, если какая-то экстренная ситуация, все равно мозг дает сигнал, что делать, как делать. А когда тебе просто что-то ты выясняешь, когда ты с чем-то не согласен, просто надо подумать, сесть, разговаривать. Это все, что говорит Юпитер. Давай выходить с тобой на диалог, давай разговаривать, давай проверим все. Зачем сразу действовать, зачем сразу вступать в конфликт? Это очень молниеносная реакция, стремительная реакция, резкие действия и очень настойчивые. Вот если эта энергия, знаете, она как вот внутри поднимается к тебе, и прям ее выплеснуть надо, так настойчиво ведет себя Марс. Могут происходить вот по тому, как Марс делает вот такую оппозицию к Юпитеру, может проиграться два сценария, два хода. Либо ты действуешь по Марсу, либо ты действуешь по Юпитеру. Это две планеты, которые сделали оппозицию, которые немножко друг с другом спорят. Кто же все-таки? Так ты можешь действовать в двух направлениях. Ты можешь действовать по Марсу, безрассудочно, не разбираясь, настойчиво, резко, агрессивно. А ты можешь сделать как Юпитер. Потому что когда идет оппозиция, это одинаковое влияние планет. Никто не лучше, не хуже. Одинаково они противоборствуют. И ты можешь выбрать по Юпитеру, когда под эти все действия ты положишь философию. Юпитер – это всегда философия жизни. Ты положишь философию, ты положишь под действия свои. За основу возьмешь диалог, договориться, время подождать, уступить, извиниться,
еще раз перезапустить отношения. То есть ты действуешь по Юпитеру. Это, а может быть мы с тобой в путешествие поедем, и там в путешествии рассеется ситуация, не такая будет она острая. А может быть мы какое-то приключение лучше ударимся, чем нам сейчас вот это выяснять. Давай какое-то приключение, такое романтическое приключение куда-то отправим эту энергию. А может быть лучше эту энергию на встрече, а может быть лучше книгу создать, написать, а может быть лучше YouTube канал открыть, а может быть лучше эту энергию направить. То есть ты можешь действовать в двух вариантах. Кто что выбирает. Кто выбирает по вот такому активно-агрессивному Марсу, а Марс прям, знаете, прям наскакивает. Либо ты действуешь по Юпитеру. Кто что выбирает. Такая энергия сама по себе Марса, она вот в этом аспекте, она необузданная. Вот с ней справиться, наговорит, потом сам же и переживает. Ну, это вот такой период. Вот так вот выстраиваются планеты. Об этом просто надо знать. Надо понимать. Если вы чувствуете, что со стороны, с противоположной стороны, вот этот подъем, начинается подъем. Иногда даже, знаете, сам себя заводит человек. Прям начинает с малого, потом идет, уже куда идет? Вспомнил, а вот тогда еще, когда на прошлой неделе я тебе говорила или я тебе говорил, ты мне вот так ответил, ты мне не сделала, и пошло, потом уже на прошлой неделе, а потом вспомнил, было месяц назад, а потом вспомнил, что было 5 лет назад, и это все поднимается, и вырывается, выплескивается. Вот в такое вот неприятное состояние. Вот сама энергия вот такая. Но это, понимая, если ты видишь, что начинается, это все поднимается, ты можешь философию под это все поддать. Ты можешь сказать, а может быть на другую тему поговорим, а может быть мы переложим этот разговор. То есть снивелировать это всегда сделает Юпитер. Юпитер всегда нивелирует какие-то ситуации. Или наоборот развивает дружелюбно. Или поддержать. Сказать, ты знаешь, я понимаю, что тебе это было неприятно, я понимаю, что это так вот случилось, но давай с тобой философски посмотрим. Это прошло. Когда человек постоянно возвращается назад, постоянно говорит о прошлом, значит ему некомфортно в настоящем. Значит, что-то некомфортно здесь. Это не прошлое здесь ни при чем. В настоящем ему некомфортно. То есть дайте философию всему этому. И тогда вы можете нивелировать вот эту энергию Марса. Диалог спасает. И философию дайте, всему дайте философию жизни. Следующий вот этот аспект, который также делает Марс, он делает квадратуру с 1 августа, делает квадратуру с Лилит. Ой, как тут прекрасно и одному, и другому. Это квадрат. Создается квадрат, это всегда конфликт. Но в этом конфликте заложена вся схема. И Марс помогает. Конфликт, но друг другу помогают сделать этот конфликт. Друг друга так, при том, что это конфликт, но так друг другом довольны, что этот со своей энергией агрессивной, а Лилит со своими, ну так скажем, язычком агрессивным, информативно-агрессивно. Запутать, посплетничать, наговорить, а Марс еще и энергию этому всему придаст. То есть, да, они делают между собой конфликт, но в этом конфликте они друг друга поддерживают, они с удовольствием сотрудничают. Вот что делает Марс, понимаете, как он себя прям в самом начале, и конец месяца, и начало месяца, вот с чего начинается. Смотрите, когда делается вот такая вот квадратура, да, мы с вами понимаем, что это явные оговоры, наговоры, сплетни. Оговорить человека, человек это не сделал, а на него наговорит, что это именно он, даже до такого, что это я видел, что он эту сумму забрал или эту сумку забрал, это он виноват, что-то пропало, это он, и я могу подтвердить, я видел. То есть вот понимаете,
какая очень такая пикантная очень ситуация может создаваться. Но что здесь может выручать? Вот понимая такую ситуацию, что здесь может выручать? Почему мы с вами об этом говорим? Потому что важно знать этот аспект, но еще важнее, как с ним работать. Ну, есть этот аспект. Ну, выстроились так звезды. А работать как с ним? А как его обойти, как его избежать его невозможно, потому что он есть. Как с ним работать, как себя вести, когда вот такой вот создается аспект. Вести себя в такой ситуации – это абсолютная ментальная генеральная уборка. Вот посмотрите, в чем эта генеральная уборка. Полностью почистить свой телефон от ненужных контактов, от ненужных людей, которых с вами уже давно нет, от ненужных номеров телефонов, которые нежелательно, чтобы у вас они были. Это уже просто ментальный мусор, который здесь находится. Почистить телефон от фотографий ненужных. Этих людей рядом уже нет. Или вы не хотите, чтобы они рядом были. Или эти люди просто уже не существуют в вашей жизни. Или вообще в жизни. Это только все, вот эта ментальная чистка называется. Абсолютно, когда Марс делает квадратуру к самой Лилит, это сделать нужно ментальную чистку. А почистить компьютер, тоже убрать там все ненужные сообщения, которые не нужны, так же как в телефоне. Убрать сообщения ненужные, убрать голосовые сообщения ненужные. Вот сделать полную чистку компьютера, тоже его почистить, очистить от ненужных контактов, ненужных каких-то маленьких видео, ненужных каких-то фотографий, ненужных доказательств каких-то почистить можно. Почистить свой рабочий стол, свое рабочее место. Почистить свой emails, то есть посмотреть сообщения, которые вам уже не нужны, которые были еще когда были, тоже это все почистить. На физическом это все делается и по Юпитеру, и по Лилит. Расчистить эти все контакты. Человек, который вам приносит сплетни, которые вам приносят недостоверную информацию, которые вам говорят что-то, и вам после этого становится неприятно, оно бездоказательно неприятно, что выясняется, что это все не так. Тоже это все, от этого все ментально все почистить. На физическом уровне, потому что это Марс, Марс это всегда энергия, то есть это физическая энергия, тоже необходимо сделать маленькую генеральную уборку, как-то может быть перевесить картины. И даже если картины какого-то такого слегка лирического, грустного характера, возможно их убрать на какое-то время или перевесить их как-то. То есть они тоже несут свою какую-то такую информацию немножечко лирического характера. Посмотреть все, что связано с маленьким ремонтом. Где-то не закончил, где-то, может быть, планочку какую-то забить, полочку какую-то забить, где-то ручку отремонтировать, где-то штору висит и как-то касается пола, может быть, ее повыше. То есть все и на этом уровне сделать. Теперь физические упражнения. Очень хорошо немножко на воздухе походить, позаниматься, спортом чуть-чуть позаниматься, на велосипеде покататься, тоже физически выпустить эту энергию. Дальше что еще? В огороде. Все, что необходимо привести в порядок в огороде, все, что необходимо привести в порядок в гараже, если есть такая необходимость. То есть сделать хорошую чистку, генеральную уборку ментальную и физическую. Дальше. Любой конфликт, который вызывает Марс, и когда этот конфликт связан с первым, с чем он делает вот этот вот конфликт, он делает с Юпитером, это всегда немножко как будто тебя отбрасывает назад. Что-то откуда-то оттуда, потому что по Юпитеру это все, что связано вот что-то давно забылось, вылазит и тебе начинает себе напоминать. А так как это выраженный конфликт, напоминает, хочется поконфликтовать. Что в этом случае всегда помните и понимайте, что прошлое, за прошлое что-то случилось, что-то получилось.
слабые люди за прошлое мстят. Они там возятся, они там копаются, они там полжизни могут своей провести в прошлом, разбираясь. И мстить, что-то доказывать уже никому не надо, уже никому это не интересно. Это уже время прошло. Вот слабые люди вот топчутся на этом месте и никак вперед не пройдут. Сильные люди прощают, идут вперед. Но только счастливые забывают. Именно счастливый человек, он забывает. Ему не надо прощать, ему не надо возвращаться, ему не надо мстить. Он забыл. И вот это делают счастливые люди. Помните просто это всегда. И следующее, тоже вот абсолютно Марс и вот эта оппозиция, сильная оппозиция, которую он делает с Юпитером, вот абсолютно 100% сюда попадает. Если вы на кого-то злитесь, Марс, кого-то даже такое состояние ненавидишь, вот такое вот, представляете, какое состояние, которое разъедает тебя внутри, на кого-то злишься, на кого-то раздражаешься, или на кого-то, или на ситуацию, которая с тобой была. Так вот, эта энергия Марса, вот такая энергия злости, раздражительности, агрессивности, ненависти, вот эта энергия, значит, вас победила, понимаете? Раз она вас захватила, значит, то обстоятельство и те люди, которые тебе эту эмоцию принесли, они победили, потому что они захватили тебя. Вот не давайте этому чувству, а это Марс, абсолютный Марс, вот этому не давайте чувству в себе развиваться. Да, вспышка, что-то неприятно, тут же отпустил и пошел дальше. Но если ты это все себе собрал и к этому всему возвращаешься, а вот по этому аспекту, как будто тебе хочется туда возвратиться, значит, считай, что обстоятельства жизненные, куда ты возвращаешься, или люди, которые принесли тебе эти эмоции, они тебя победили. То есть обстоятельства выше тебя, они тебя победили. И ты остался, только ты сам остался вот с этим ощущением ненависти, злости, раздражительности, неприятия. Они в тебе, эти качества, ложатся грузом. И такой человек, который несет в себе вот эти вот энергии, марсовские энергии, вот такие вот, о которых только сейчас я назвала, вот эти, такой человек, он очень неприятно пахнет. Как бы ты ни подушился, как бы ты ни помылся, но если ты злой, если ты что-то, кого-то, чего-то ненавидишь, если ты агрессивный, если ты завидуешь, если ты раздражаешься, ты пахнешь очень плохо. Вот таких два аспекта, понимая их, пропустить через свое понимание, но ты можешь пройти это вот по Марсу, а можешь пройти по Юпитеру. Философию жизни под все это подложить. Радость всему придать, удовольствие всему придать, снивелировать что-то, отступиться от чего-то. Чувствуешь, что зашла ситуация, чувствуешь, что вот она так заходит. Лучше спустить, чем получишь вот эти энергии, которые в тебе осядут. Приятно, прекрасно тут вот заберутся к тебе, в душу, в голову, и ты потом будешь с ними разбираться. Полжизни можешь разбираться, они у тебя. Лучше их не пустить философским путем. Ну что, мои хорошие. Всем спасибо за лайки, спасибо за поддержку канала. Желаю вам пройти хорошую генеральную уборку ментальную и физическую. И этот аспект пройти с пониманием. Всех вас бесконечно уважаю. И, конечно же, до следующих видео. Обнимаю вас.